Здравствуйте, мои дорогие! Очень многие просили меня приготовить торт Прага. Сегодня я вам покажу мой рецепт этого торта. Мне кажется, у меня он самый легкий и самый вкусный. Попробуйте его испечь по моему рецепту, у всех получится и всем понравится. Сегодня для торта нам понадобится 8 яиц. Яйца нужно сегодня будет взять комнатной температуры. Когда я не упоминаю о температуре яиц, это значит, что не играет никакого значения. Не нужно меня спрашивать. А когда я говорю, значит, так и нужно. Здесь яйца нужны комнатной температуры. Добавляем щепотку буквально соли и начинаем постепенно добавлять сахарный песок. Нужно будет добавить 200 грамм сахара. Взбивая яйца, добавляем сахар. Яйца нужно будет взбить хорошо. Миксер у меня ручной, 600 Вт. Это у меня занимает где-то около приблизительно 8-10 минут. Нужно взбить яйца вот до такого состояния. Здесь у меня 140 грамм муки. Просеиваем муку. Сюда же добавляю какао. Какао не сладкое, 40 грамм какао, порошка. Чтобы не было никаких комочков, нужно обязательно все это просеять. Сюда же добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Это уже для гарантии, что наше тесто не осядет. Ванилин или ванильный сахар, у кого что есть, 1 пакетик. И все это нужно будет перемешать хорошенько. Венчиком делать это очень удобно. И теперь нужно будет постепенно добавлять во взбитые яйца нашу сухую смесь. Добавлять нужно постепенно, приблизительно по 2-3 столовые ложки и снова просеивая. Аккуратненько перемешиваем. Таким образом нужно будет всю муку с какао ввести в тесто. Не торопитесь, все это нужно делать осторожненько. Но яичная смесь все равно у нас осядет, конечно. Добавляю 2 столовые ложки холодной воды, с крана вода. И опять-таки аккуратненько перемешиваю. Духовку нужно разогреть на 160 градусов. Ни в коем случае не на 180. Бисквит нужно выпекать именно при температуре 160 градусов. На средней полке, ровно в серединке. Форма у меня 24 сантиметра. На донышко я уже постелила пергаментную бумагу. Бока абсолютно ничем не смазываем. И не застилаем бумагой. Переливаем все тесто в форму. Обязательно нужно будет постучать и прокрутить, чтобы вышел весь воздух. И чтобы корж у нас поднимался равномерно. Пока выпекается корж, нужно будет сделать сироп. Для сиропа нам нужно будет взять 100 мл воды и 50 грамм сахара. Вода у меня кипяток, сахар тут же растворяется. И добавляю коньяк. Здесь у меня приблизительно 1 столовая ложка. Коньяк, конечно, можете не добавлять. Это уже по вкусу. Корж у меня уже выпекся, я его оставила на столе буквально на 10-15 минут, чтобы он остыл. Вынимаю из формы. Нужно будет перевернуть на решетку обязательно. Конечно, в идеале оставить бисквит, чтобы он у нас, так сказать, созрел в холодильнике всю ночь, завернутый в пленочку. Но это когда у вас есть время. Сегодня у меня времени нету, и поэтому как только бисквит окончательно остынет, я его буду разрезать. Нам нужно будет бисквит разрезать на 3 части. Яиц много пошло у нас сегодня в бисквит, потому что торт у нас получается большой. 24 сантиметра, и он достаточно высокий будет в конечном результате.
Разрезаю я обыкновенным хлебным ножом. Самое главное, нож нужно держать параллельно столу. И так у вас все получится. На 3 части нужно будет разрезать бисквит. Это уже второй корж и третий. И теперь первый корж, так как у нас появилась шапочка, совсем небольшая, нужно будет эту шапочку срезать. Подравниваем все краюшки аккуратненько. Нам пригодятся, конечно, эти кусочки на обсыпку, на оформление торта. Как вы, конечно, поняли, этот рецепт не по ГОСТу, но получается торт очень-очень вкусный. Можно крошку сделать в блендере, можно руками, кому как удобно. Теперь возьмем банку сгущенки. Здесь у меня ровно 400 грамм, 397. Ну, считайте, что 400. И нам нужно будет взять из банки ровно 3 столовые ложки. Они нам понадобятся потом. И здесь у меня 220 грамм сливочного масла. Так как сейчас лето, масло я не оставляю при комнатной температуре, я вытаскиваю из холодильника и тут же начинаю работать. Недолго взбиваю масло, не до пышного состояния, буквально секунду, чтобы оно чуть-чуть стало мягким. И выливаю всю оставшуюся сгущенку. И теперь нам нужно будет взбить крем. Здесь у меня крем получается самый-самый легкий. В настоящую Прагу, конечно, крем идет другой, но очень похожий на этот по вкусу. И добавляю какао. 2 столовые ложки, в граммах, конечно, все я напишу внизу. Смотрите, мои дорогие, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будет приходить уведомление, как только будет выходить новое видео. Пишите мне в комментариях, конечно, мне очень нравится наше общение, и я очень рада, что у меня появилось столько новых друзей. Крем уже готов, и теперь начнем собирать торт. Первый корж. Аккуратненько нужно будет пропитать сиропом. Везде следите, чтобы у нас был корж пропитанный, и по краям, и в серединке, везде. Приблизительно 3 полные большие столовые ложки крема сверху и равномерно распределяем. Этот торт я выпекаю очень давно. Точно так же мы делаем и со вторым коржом. Пропитываем сиропом и будем смазывать кремом. Вы знаете, если честно сказать, я в своей молодости не пробовала торт Прага. Я его попробовала уже где-то в начале 90-х. И поэтому меня устраивал именно этот рецепт. Я уверена, что он тоже вам всем понравится. Не нужно долго заморачиваться ни с кремом, ни с чем. Торт обязательно нужно будет после того, как мы его полностью покрыли кремом, положить в холодильник. И пока у нас торт остывает в холодильнике, сделаем глазурь. Для глазури нам нужно будет взять 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки какао. Опять-таки все в граммах я укажу под видео, потому что ложки у всех разные. Добавляю 2 столовые ложки молока. Любой температуры, конечно, можно будет брать молоко. И сейчас нужно будет добавить именно ту сгущенку, которую мы оставили. 3 столовые ложки здесь у меня. Глазурь нужно хорошенько перемешать и на небольшом огне довести до кипения.
Как только глазурь у нас проварилась 3 минуты, мы ее снимаем с плиты. И здесь у меня 50 грамм сливочного масла. Вводим сливочное масло в горячую глазурь и быстренько все это перемешиваем. Вытаскиваем торт из холодильника. Верхний крем уже хорошенько застыл. И здесь у меня джем из нектаринов, который он тоже есть. Этот рецепт тоже есть у меня на канале. Но если у вас есть абрикосовый джем, любой джем, яблочный, любым джемом можно покрыть. Это делается для того, чтобы у нас верхняя часть была, верхний корж, вернее, был идеально ровным. Если у вас нету никакого джема, то можно и не покрывать никаким джемом, а сразу заливать глазурью. Даем глазурь остыть буквально 2-3 минутки, чтобы она еще чуть-чуть у нас загустела. И заливаем ею торт. Лопаточкой разравниваем. Глазури хватает и на бока. Можно оставить вот именно в таком состоянии торт, как мы его сделали. И ничем его не оформлять. Но так как у нас осталась крошка от шапочки бисквита, этой крошкой я оформлю бока. Пишите, мои дорогие, откуда вы меня смотрите, с каких городов и стран. Очень интересно. И здесь у меня буквально 20 грамм шоколада. Я его растопила в микроволновке и сделаю вот такой узор. Конечно, писать слово Прага у меня рука не поднимается, потому что это не настоящая Прага. Это просто пражский торт. Но очень-очень вкусный. Даем ему хорошенько пропитаться в холодильнике. Обязательно, желательно всю ночь, а утром режем и пробуем. Красота и вкуснота, мои дорогие. Попробуйте. Всем тем, кто любит шоколадные торты, мне кажется, этот рецепт понравится. Он не может не понравиться. Напишите мне, кто его приготовит, и напишите мне ваше мнение. Очень интересно послушать, почитать. Посмотрите, какой он мягкий. Чем дольше он будет лежать в холодильнике, тем он становится вкуснее. Но я уверена, что он у вас долго не залежится. Ну что, мои дорогие, заваривайте чай и пробуйте мой торт. Всем приятного чаепития, всех люблю. До встречи на моем канале. Пока-пока. До новых встреч.